Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Новогодний маскарад. Новый год буду принцессой. Тучка, ты уже сделал свой костюм на маскарад? Я буду пиратом, а Кеша, как всегда, придет в своем старом костюме пришельца. А вот и нет, я приду в совершенно новом костюме пришельца. Ну-ну, посмотрим. Вы такого еще не видели. Так, я скоро вернусь. Отвлеки их. Я должен переделать свой старый костюм пришельца. Интересно, а на других планетах тоже есть Новый год? Конечно, Новый год есть везде, даже на других планетах. Что бы такого найти для своего костюма? Нет, это не то. Не то. Во! То, что надо! Сейчас все будет. Кеша, ну где ты ходишь? И где твой новый костюм пришельца? Я скоро. Без меня не начинайте. Тучка, включай елочку. Кеша, какой классный костюм! Ух ты! Как ты это сделал? И правда, совсем как пришелец. Давайте веселиться! Кеша, ты что? Это он так пришельца изображает. Всем привет! Ну вот и я. Земляне. О, настоящий пришелец. Ага, правда здорово? Земляне, я прибыл к вам с миром. Ой, как замечательно! Добро пожаловать на нашу планету. Хотите компот? Иду на контакт. Кто это? Это мое! Ой, два Кеши! Кеша может быть только один, и это я. Если ты Кеша, то это кто? Привет, меня зовут Лисичка. А тебя как зовут? Do you speak English? Hablas español? Привет, земляне! Я прилетел с другой планеты. Мой корабль сломался. Не могу его починить. Должен улететь с вашей планеты. Сломался корабль? Починить? Так это без проблем. Сейчас мы тебе поможем. Ну вот, корабль готов к полету. Спасибо. Но без ускорителя корабль не полетит. О, да. Спасибо, Кеша. А вам обязательно улетать? Да, надо. Праздновать Новый год. Кеша, это тебя. Спасибо, дружище. Ты там рули поаккуратней в своем космосе. Садитесь на корабль, я вас прокачу. До свидания.
буду пришельцем. И я тоже. Интересно, а как все-таки празднуют Новый год на других планетах? Слонопотам. Все готово. Сейчас только за морковкой для носа сбегаю. Подумаешь, вот у меня будет снеговик огромный. Сейчас голову только побольше скатаю. Так, тяжелая какая. Ой! Упс, тучка меня убьет. Вот какую большую морковку нашел. Кеша, а что случилось? Где мой снеговик? Тут, слонопотам пробегал. Ага, огромный такой, страшный. Я такой леплю, а он такой из леса. Топ, и прям по твоему снеговику протопал. И это дальше потопал. Я даже сделать ничего не успел. Слонопотам? Странно. Откуда здесь взяться слонопотаму? Откуда? Говорю же, из леса вышел. Привет, Кеша! Привет, Тучка! Ребят, помогите мне елку нарядить. Вместе по лесу идут, собирают шишки. На-на-на-на. Вместе песенки поют. А этот шарик вот сюда. О, а я свой сюда повешу. Кажется, чего-то не хватает. А, знаю, звездочки. Лисичка, это? Да, только как ее наверх прикрепить? Тут нужна лестница. Точно, у меня дома есть. Тучка, пойдем со мной, поможешь? Да зачем тут лестница-то? И так залезть можно. Что мы, не медведи, что ли? Сейчас, ага, так, еще чуток. Ой! Ой, Кеша, наша елочка, что случилось? Ну, тут такое дело. Я ждал вас, и тут вдруг этот слонопотам. Стою я такой, вас жду с лестницей. Вдруг слонопотам, страшный такой, и сразу на елку полез. Я ему говорю, что ты делаешь, сейчас грохнешься. А он раз и грохнулся вместе с елкой и в лес убежал потом. Кеша, что это еще за слонопотам такой? Ой, ну что-то я засиделся тут с вами. У меня же дела. Ну все, привет. Что-то слишком часто стал появляться этот слонопотам. Странно только, что никаких следов слонопотама нет. Только Кешины. Тучка, мне кажется, что Кеша и есть этот слонопотам. Да, лисичка, мне так тоже кажется. Ну что, покажем врунишке настоящего слонопотама? Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенку поют и читают книжки. Ха! Поверили в какого-то там слонопотама. Наконец-то я тебя нашел, Кеша! Лисичка, тише! Прости, у тебя такой голос смешной получается. Ты говорил, что меня не существует. Слонопотам! Помогите! Лисичка, не отставай, а то мы развалимся. Меня не видно, куда бежать. Помогите! От меня не убежишь. Нехорошо сваливать свою вину на других. Я больше так не буду, простите! Извинений мало. Нужно еще исправить то, что натворил. Я исправлю, я все исправлю, обещаю! Ну все, пришли, можете открывать глаза. Ух ты, какая красивая! Кеша, ты сам все это сделал? Да, Тучка, Лисичка, в общем, это вам. Вы это, простите, снеговика и елку я сломал.
Кеш, да мы знали, что ты все выдумал. Никакого слонопотама не существует. Я тоже так думал, но на самом деле он существует. Кеша, опять выдумываешь. Мишки на льду. Все-таки какой же у нас классный каток. Ну, во что играть будем? Конечно, в хоккей! Лисичка, ты чего? Мы же в хоккей играем. А мне фигурное катание нравится больше. Не, фигурное катание какое-то скучное. А хоккей ваш какой-то грубый. Играйте сами без меня. Без тебя нельзя. Надо, чтобы 2 на 2. Ну хорошо, давай сначала играем в твое фигурное катание, а потом в наш хоккей. Ну ладно, я согласна. Отлично, ради хоккея мы готовы на все, даже на фигурное катание. На льду знаменитая пара Цыпа и Лисичка. А сейчас тройной, четверной, мегасложный тулуп, тулулуп, пуп. Вот так. А теперь оценки судей. Лисичка, а где остальные оценки? У нас тут только 10 баллов. А мне меньше и не надо. И первое место достается мне. Мне теперь можно вручить кубок. Лисичка, это ерунда какая-то. Мы с Тучкой что-нибудь придумаем. Правда? Только я хочу, чтобы свет и музыка, и чтобы платье с блестками. Сейчас все будет. Лисичка, мы тебе целое выступление придумали. Значит так, вот что нам надо. Ну как, Цыпа? Ага, классно придумал. Ого! Кеша, я знаю. Ай! Ну, вроде готово. А теперь оценки судей. Спасибо большое, мальчики. Было здорово. Классно покатались. Ну что, теперь в хоккей? Как? Прямо сейчас? За кого мне играть, а? Лисичка, мы же пирамидку с тобой не отработали. Да, да. И этот, как его, тройной тулуп у Кеши тоже не очень. А как же хоккей? А давай так, еще немного играем в фигурное катание, а потом твой хоккей. Ну хорошо.
зима пришла. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Привет, Тучка! Чего делаешь? Лыжи чищу. Чего? Какие лыжи, тученцы! Еще же тепло! Это ненадолго, зима совсем близко. И, судя по приметам, она будет холодной. По каким таким приметам? Видите, птицы уже на юг улетают. Значит, скоро похолодает. А еще шишки крупные пошли, и спелой рябины много. Все говорит о том, что зима будет холодной. Глупости эти твои приметы! Самый точный прогноз даст моя метеостанция! Техника не подведет! Сейчас узнаем, какая погода нас ждет в ближайшие дни. Ого! Зима и правда близко! Я же говорил, Совпадение, не более того. Мальчики, главное, зима на носу. Давайте готовиться. это точно. Вот зануды. Пошли лучше поиграем, пока еще тепло. Отличные куртки, лисичка. Я даже не замерз. А я вот только проголодался немного. А я к зиме запасов наготовил. И я. Класс! Тащите все ко мне. Поедим в тепле. У меня обогревательная машина. Как тепло. И как вкусно! Ай, как холодно и голодно. Может, на улице теплее? Там еще хуже. Надо одежду поискать. В этом не согреешься. Да уж, надо поесть. Теплее станет. Будешь? Что-то не хочется. И мне. А у Мишек с лисичкой сейчас, наверное, тепло. Конечно, они-то к зиме готовились. Может, попросимся к ним? Хотите еще варенья? От варенья я никогда не откажусь. Такая погода хорошая. Ну что, пойдемте снова на улицу. Да, будем снеговиков лепить. Кажется, снеговики сами к нам пришли. Пустите погреться, пожалуйста. Спасибо вам, друзья. Без вас мы бы пропали. Чтобы хорошо перезимовать, нужно с осени готовиться. Теперь-то вы поняли? Поняли. Обещаем, что к лету мы приготовимся лучше всех. Ну, в этом мы не сомневаемся. Год
гости с севера. Вместе по лесу идут, собирают шишки, Тученция, Тучка, выходи! Привет, Иннокентий. Привет, пойдем на речку, там сейчас все соберутся. Спасибо, но я, пожалуй, дома посижу. Сегодня слишком жарко. На то и лето, чтобы жарко было. Да уж, поскорей бы зима. Пойду почитаю книжку про север. Вот бы сейчас туда. Ну, ладно, как хочешь. Всем привет! Привет! А где Тучка? Дома остался. Говорит, что не нравится ему жара, и он хочет обратно на север. Как? Мы не можем его отпустить. Надо что-то придумать. Кажется, я знаю. Чтобы Тучка не уехал на север, нужно, чтобы север приехал к нему. Отличная идея! Устроим для Тучки зимнюю вечеринку посреди лета. Здорово! А как мы это сделаем? Нарядимся в северных зверей и пойдем в гости к Тучке. Вот он обрадуется. Тогда нужен снег. Какая зима без снега? Снег я беру на себя. Есть кто дома? Да-да, сейчас. Ой, здравствуйте. А вы кто? Я белый медведь. Я арктическая лиса, а это моя полярная чайка. Мы северные волчата. А я пингвин. Мы туристы с севера. Узнали, что в этих краях живет белый медведь по имени Тучка, и решили зайти. С севера? Вот здорово! Надо познакомить вас с моими друзьями. Они вам очень понравятся. Друзья никуда не денутся, а мы скоро уедем. Пойдем с нами. Ого! Снег посреди лета! Ничего себе! Да, самое время отдохнуть по-северному. Ну что, пора подкрепиться. У нас осталось что-нибудь вкусненькое с севера? Да, пироги с апельсином и шоколадной крошкой. Странно, на севере же нет апельсинов. Он имел в виду север Африки. Да, мы там тоже были. Проездом. Ого! Нужно обязательно позвать на пироги моих друзей. Я уже так по ним соскучился. Наверное, Кеша у кого-то в гостях. Ой, никого нет. Эх, куда же пропали мои друзья? Может, уехали из-за внезапного снегопада? Точно! Тогда поскорей бы опять наступила жара. Может, пойдем пока на коньках покатаемся? Спасибо, что-то настроения нет. Жаль, я проводил недостаточно времени с друзьями. А вдруг они вообще не вернутся? Ты точно хочешь увидеть своих друзей? Да, очень. На самом деле, мы и есть твои друзья. Да нет, я про старых друзей. Кешу, Лисичку, Саню, Соню, Валю. Так это были вы? Да, мы решили, что ты затасковал по северу и хотели тебя порадовать. Вот это да! Спасибо большое! Я так рад вас снова видеть! И больше не хочешь на север? Без вас мне никакой север не нужен. Ой, забыл! Я же еще кое-что приготовил. Вот это да! Вы самые лучшие друзья на свете.
Ну и жара! Ну и жара сегодня. Ну и жара. Цыпа, дружище, подожди. Сейчас будет попрохладней. Так, и что тут от чего? Красный или синий? Синий или красный? Выдерну оба. Ну, чтоб уж наверняка. Вот! Так-то лучше будет. Еще холодных напитков из холодильника возьмем. Ого! Не может быть! Даже холодильник испортился! Так это не жара! Это глобальное потепление! Ну что ж, надо делать солнцезаслонятельную машину! Кеш, привет, я тебе компот принесла. Привет! Да подожди ты со своим компотом! Не видишь, я делаю солнцезаслонятельную машину! Кеш, а зачем тебе солнце заслонять? Зачем? От глобального потепления! Вот, смотри! Например, лежишь ты, загораешь, а если стало слишком жарко, включаешь солнцезаслонятельный аппарат. Тень! Даже в самый жаркий день! Ла-ла-ла-ла. Пожар? Это же где-то у Кеши. Держись, дружище, я спасу тебя. О, Туч, привет. Компоту хочешь? Привет. Кеша, где горит? Где пожар? Да ничего не горит! Хуже! Глобальное потепление наступает! У меня даже холодильник испортился! Так что же мы стоим? Надо срочно спасать наш лес. Мальчики, ну вы будете пробовать мой компот? Какой компот! Давай! И раз! И два подружней! Мы еще посмотрим, кто кого! Тученцы, навались! Ох, спасатели. Так, поставлю компот в холодильник. Ой, холодильник выключен. Зачем? Вот так. Теперь хорошо. Давайте! Еще чуток! Еще! И раз! И два! Мальчишки, я домой. Кеш, холодильник я включила в розетку. Компот внутри. Пока! А как же глобальное потепление? Это что? Я сам же и выключил, получается? А мы тут такие, надо лес спасать. Раз, два, навались! Ну и лисичка. Потепление! Теперь у нас начинается глобальное потепление! Розовые очки.
Привет, Кеша! Пошли на улицу? Будем собирать букеты из разноцветных листьев. Да! И пускать в лужах кораблики. Ну нет, там холодно, противно, мокро. Бррр. Кеша, ты просто хандришь. Ой, а что это такое? Это не опасно? Хандришь – это когда тебе грустно и ничего не хочется. Кеш, да ладно тебе, пошли гулять. Не хочу, терпеть не могу эту вашу осень. Холод, дождь, грязь. Хочу видеть солнце, цветы, речку, розовый восход. О, идея! Тучка, посмотри, какой красивый листик. Салют, а вот и я. О, Кеша, а что это на тебе? Это специальные очки. В них все видно таким, каким и должно быть. На, попробуй. Кеша, это же все неправда. Неправда? Очень даже правда. Вот теперь можно и прогуляться. Красота! Ого! Да! Вау! Вот это да! Супер! Куда это он? А ему в своих очках все по-другому кажется. Кеша, стой! Там же грязь! Ты испачкаешься! Какая грязь! Это же мой фрегат! О, море! Обожаю море! Кеш, может, домой пойдем? Что-то холодно. Да вы что? Жизнь прекрасна! Кеша, это же не море, это лужа! Да ладно вам! Да вы просто хандрите! Кеша, остановись! Сними уже свои очки. Кеша, ты что, совсем? Ой, что это? Почему так холодно? А, лужа! Ну что вы стоите? Вытащите меня отсюда! Все-таки опасная штуковина, эти розовые очки. Лучше видеть все таким, какое оно есть. Ничего, скоро зима. А там уже лыжи, санки, снежки. А ты прав, Тучка! Зима — это круто! Смотрите! Снег пошел! Ура! Бежим снеговиков лепить!
Ага. Вот тут еще. А на ее место мы посадим клубничку. Кеша, ты где? Выходи! Утро уже! Да иду я сейчас. Ты куда пропал? Я тебя 3 дня найти не могу. Столько всего успеть надо. Вот, этим я и занимаюсь. Тут работы накопилось, спину не разогнуть. Ой, у меня тут вон картошку косить надо. Да и клубника вон тоже заколосилась. О, проходи, покажу тебе сейчас свое хозяйство. Ну вот, как-то так, вот. Но оно же все не настоящее. Почему не настоящее? Я вот когда 5-й уровень игры прошел, я себя таким хозяйственным почувствовал, ты не поверишь. Ты, Тучка, на огород сам сегодня иди, а я уж как-нибудь тут. Времени нет ни минуточки. Битва у меня за урожай. Клубника у него заколосилась. С деревом он не разобрался. А вот попробовал бы он по-настоящему. А это мысль. И что, совсем новая игра, говоришь? Ага, совсем новая. С полным эффектом присутствия. А это как? Но это когда играешь в игру, а чувство такое, что ты прямо там, внутри. Все по-настоящему. А клубнику, так ее даже есть можно. Ну, если с эффектом, надо попробовать. Ну что, можно поворачиваться? Когда играть-то будем? Вот надень. Это специальные очки и перчатки. Ого, здорово! Это для игры? Для игры. Поворачивайся. Ну что, выглядит отлично. Хорошо нарисовано. А как играть? А где кнопки? Или тут джойстиком? Не нужно тут кнопок. Вместо экрана очки. Вместо кнопок перчатки специальные. Прямо так подходишь и руками срываешь. Все как на самом деле. Корзинки вон там лежат, я уже приготовил. А ничего так вкусненько, как прям настоящая. Ну что, приступим? Хотя кнопками все-таки быстрее было бы. Вот видишь, а ты хотела весь день дома просидеть. Ну, кто же знал, что у тебя игра есть такая хорошая? Только у меня чего-то от этого эффекта присутствия все лапы ломят. А ты на улицу выходи почаще, тогда и лапы ломить не будет. Ой, спасибо тебе, Тучка. Хорошо поиграли. Только после такой игры обязательно храниться надо. Пойду я в кровать. Сохранюсь до утра с полным эффектом присутствия. Экспедиция на север. Хорошо. Здорово! Жарко. Ой. Хорошо. Здоровско! Фух, жарко. Хорошо. Очень здорово!
Ой, жарко. Тучка, ты чего? Конечно, жарко. Ведь лето же. А вот у нас на севере всегда зима. Хорошо. У нас там всюду снег, айсберги. Тучка, а может тебе на север съездить? Точно, Тучка! На север, в экспедицию. Так это далеко это, и я как-то не готов. А мы тебя подготовим. Знаешь, Тучка, север стал еще севернее, еще холоднее, еще голоднее, еще опаснее. Тебе понадобится еда, теплые вещи, снегозащитный крем, лыжи. Да, север это, брат, север. Кеша, может, все-таки не надо? Не бойся, Тучка, без подготовки я тебя не отпущу. Вниманию, супертренировочную площадку для экспедиции на север. Ого! Может, все-таки не надо? Ну что, готовы? Поехали! А это что? Не знаю, но на севере все может быть. Север это... Снежные горы! Кеш, я уже что-то не очень хочу в экспедицию. Не трусь, дружище! Теперь ты полностью готов к экспедиции на север. Ну что, я пошел? Да, удачно добраться. Ну что, ну до свидания. Прощай, друг, пиши. Тучка, а может останешься? А так разве можно? Конечно, Тучка! Что там такого на севере, чего нет у нас? Всякие айсберги, снега, горы, пингвины. Так и у нас все это есть. Теперь есть. Зачем тебе уезжать? Да я и не хотел уезжать. Ура! Тучка остается! Это потому, что у нас тут настоящий север. Даже свой пингвин есть. Кеш, на севере не водятся пингвины.